Меня просил архив поднять. Тут все адреса. А почему вы думаете, что она попала именно в нашу больницу? Мне дали сведения из архива. Прошло 15 лет. Это моя мама. Знаете, я много лет назад тоже гулял здесь с собакой. С большим черным пассероном. А вот его хозяйка, Вера Михайловна Белова, училась с моей мамой в одном институте. Год уже, как она все продала и уехала. Тетя Вера, вы меня не узнаете? Я Сережа Левин. А вы знаете, молодой человек, что для матери значит похоронить своего сына? Я вас не спрашиваю, где вы были 15 лет. Всего доброго. Может, она у дочери? Я сегодня утром очень много интересного узнал. Жил на свете очень приличный мальчик. В школу милиции пытался поступать. А потом вдруг бах! Участие в бандитской разборке. Доказанное убийство некого гражданина Петрова. С другими бандитами скрылся в Марселе. Там предположительно убит. Колесь. Серег, ты что ли? Prишли? Décidé de vous enrôler dans la Légion. Je vous ai déjà dit, j'ai de certaines difficultés. Votre vrai nom? Serge Lejeune. Je répète la question. Votre vrai nom? Serge Lejeune. Maintenant, vous êtes Serge Lejeune. Oui. Сережа, Сереж. Сереж, ты с нами? А теперь ты нас покидаешь. Давай! Ну чё, забзде? Да. Ну чё, Сереж, скажешь? Колесик, ты же мне с первого класса уроки списывал. Я думал, не поможет. Смотри, догадался веревку привязать. Растешь, Колесик. Не понимает парень. Второй рейс. Ну, какого буя ты беспредел творишь, а? Ты сказал, пацана найти я нашел. Ты сказал, он тебе нужен. Ты мне сказал, Леша, край! И что? Ну вот он теперь через край катается. То есть казначей нам искать не надо? Надо, Леша, надо. Только слишком гладко твой пацанчик нарисовался. Похож на казачка засланного. То есть ты хочешь сказать, что я как фраер дешевый тебе скачка подослал? Ты ветрой базар пучок! Слышь ты, дешевка! Хлебало закрыл, растявкался. Нет больше пучка! Я есть Виталий Семенович Пучков. Или господин Пучков. Ясно? Ну, просто мы же одни. И что? Хорошо. Виталий Семенович, только все равно беспредел-то не по понятиям. Ну чё, повторяю вопрос. На кого работаем? ФСБ, менты. Сегодня день какой? Суббота? Понедельник. А чё? По понедельникам я работаю на ЦРУ. Во вторник у меня Ми-6. По средам Моссад. А вот, кстати, четверг свободен. Колесик, есть предложение? Давай в четверг. А? Нет, кстати, на третий раз мне может понравиться. Ты сам попробовал. Давай. Хорошая штука. Без него!
Ну и тупые эти братки. Сделали бы веревку на метр длиннее, клиент бы с первого раза в штаны нагадил. А ну-ка, сделай мне крупнее вот этого без 5 минут покойника. Знакомое лицо. Где-то я его видел. Убийство Буэра. Был вместе с Ромашкой. Медбрат. Ты пробивал его документы. Найди его. Брежнев Сергей Михайлович, 78-й год рождения, медбрат. А вот и портрет. Какой у вас память, товарищ полковник? Пробей его плотнее. Надо поближе познакомиться с этим медбратишкой. Так а если эти его сейчас с крыши сбросят? Очень порадует. Будет что предъявить Пучку и его людям. А то засиделся господин Пучков на свободе. Ну? Да, стоять. Стоять. Понял. Назад. Очень жаль. А так красиво могло получиться. Да, конечно, о чем вы говорите. Все будет хорошо. Некрасиво. Некрасиво получилось. Колесик, я тебе что сказал? Доставить парня, а ты что? С ума сошел? Я тебе вопрос задал, Колесик. Говорят, ты у нас парень с головой, что к тебе даже майор Ромашка обращается. Спите? Дружите? Нет. А меня ты знаешь? Нет. Как так? Тебя что, даже с моим досье не ознакомили? Не верю. Куда собрался? На крышу в кресле кататься. Что, не накатался еще? Ладно, Сережа. Леша за тебя поручился. Поэтому, если ты легавый, он в бетоне на заплыв пойдет. Не жалко, Леша? Леш, я же говорил, больше помогать не буду. А при чем здесь Леша? Это я приказываю. У меня человек пропал. Ты должен найти его. Дело семейное, тихое. Леша, это твой протеже, ты договаривайся. Покатили колесико. Сереж, ты меня прости. Но если не поможешь, я тебя закопаю. Усек. Развяжи его. Ну что, Пинкертон, горяк? Прочесались все вокруг. Прошлись с собаками, пока новости неутешительные. Да, я по вашей просьбе связался. Нет. Менты не вариант. Вот тебе вместо ментов. Сергей! Это Сергей, это Ульрих. Ведешь в курс дела, только без лишних подробностей. Может, тогда не водить, если без подробностей? А будет умничать, ставишь без всех подробностей. Сделаю. Прошу в дом. Леш, пойдем поговорим. Спуск в гараж. Там гостиная, через стенку кухня, помещение охраны, наверху спальный кабинет.
Он что, так выглядит? Кто? Пропавший. Почти что так, только немного похудел и волос поменьше. Насколько поменьше? Он лысый? Почти что. Это что, имеет значение? Итак, 23 часа он лег спать. В 4:20 последний раз сходил в туалет. В 6 часов личный охранник вошел в комнату, его уже не было. В 6:30 я приехал, осмотрел весь дом, всю территорию, никаких следов. У вас здесь камер до черта. В доме ни одной. А на территории, да, плотно. Но только осмотрели все, никаких следов. А обрывов в записи не было? Да, вы правы. Были два обрыва. В 4:30 и в 5:00. В поселке на подстанции часто выбивает электричество, но это всего 10 секунд. Потом включается автономный генератор. Ну, за 10 секунд можно от дома до ворот добежать. 2 года назад Леша Посадский подарил пропавшему 2 мастифов. Их выпускали ночью. Признавали не только пропавшего. Он сам их выпускает вечером, а утром запирает в вольер. А кто сегодня утром их запирал в вольере? Пришлось пристрелить. Еще вопросы будут? Кто еще был в доме, кроме Ильи Владимировича Спицына? В центре личный охранник Андрей. Слева Игорь Повар. И Леон, который сидел на пульте всю ночь. Телефон отобрали, на жучки проверили, да? У нас это называется не жучки, а закладки. Проверили. Еще Андрей Колесников, которого вы хорошо знаете, он вас сюда привез. Старший охранник. Колесик? Да. Во сколько он уехал из дома? Мы с ним разминулись где-то около 6:29 на выезде из поселка. А куда он уехал, зачем? На доклад к Виталию Семеновичу о пропавшем. Угу. Могу я с этими 3 поговорить? Я уже поговорил. Спрашивайте. Вы сказали, что охранник вышел в 23:00, а зашел только в 6. Так точно. Интересно, откуда же он тогда знал, во сколько пропавший ходил в туалет? Комната охранника находится за стеной. Он всегда просыпается от... Ну, а двери в комнату закрывались? Да, ключ есть только у личного охранника и пропавшего. Угу. Здесь ничего не трогали? Кроме 2 пластмассовых бутылок, которые стояли у кровати, их отправили на экспертизу. Остатки воды из графина тоже на экспертизу. И ничего не пропало? Нет. Ну, а компьютер? Не на бумажку же он работал. Вы правы, не на бумажке. Компьютер находится в сейфе. Пропавший каждый вечер клал его туда. Вы это проверили? Нет. Код от сейфа знает только пропавший. Что он вчера выпивал за ужином? Что? Ну, что он пил? Водку, коньяк. Илья Владимирович совсем ничего не пил, не курил, ел постную пищу. Он был очень сдержанный человек. Ну что, Пинкертоны? Какие выводы? Этому человеку не место в доме. Он не профессионал. Он не спросил, что делал каждый, бывший в доме. Трогал вещи, задавал несистемные вопросы. Ну, а ты что скажешь? Камеры за ночь выключались 2 раза. На 10 секунд. Ну, я знаю, что... Двор охраняли мастифы, подаренные Леше Посадским. Ну и что? За охрану в доме отвечал Колесик. Чё? И чё? Этот прекрасный господин возглавляет всю службу безопасности вашей конторы. Ну и? 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 Складываемся вместе. Леша любит собак, собаки любят Лешу. Он заходит, нейтрализует мастифов. Колесик увозит тело.
А этот бывший сотрудник наших лучших органов теперь говорит, что следов нет. Все. Закапывать в саду нельзя, сразу найдут. Я могу тело на залив вывести. Так, парни, я его привел, я с ним разберусь, хорошо? Послушай, Сережа, я шуток не люблю. Чужих. Дальше давай. Окей? А вы знали, что у вашего брата был сахарный диабет? Какого брата? Сводным, я полагаю, раз у вас разные фамилии и отчества. А вот мочки ушей, глаза, губы. Сходство есть. Тем более на такую должность нужно же брать близкого и проверенного человека. Он же был вашим казначеем. Кто тебе сказал? Книги на полках. Либо по экономике, либо детективы о экономических преступлениях. Плюс охрана как президент. На чем вы так всполошились-то? Илья Владимирович был скрытным человеком. И диабет вы прошляпили. А диагноз тоже по портрету поставил? Отчасти да. Человек стремительно худеет, теряет волосы, выпивает графин воды, плюс 2 бутылки за ночь. Часто бегает в туалет. Ну, столько воды ты выдать. Неутолимая жажда – первый признак сахарного диабета. Если не использовать инсулин, возможны панические атаки, потери памяти, ну и так далее. Дальше что? У него закончилась вода. Из-под крана он не пил. Вышел из комнаты. Свет погас, паника. Выбежал во двор, псы его пропустили. Ну? Вышел за ворота. Возможно, потерял сознание. Гипергликемическая кома. Кто-нибудь его подобрал. Леша, поднимай медицину. Пусть проверит все больницы. То есть вы решили сразу бить во все колокола, чтобы ФСБ услышали, да? Нет, мне, конечно, простой медбрат, но диспетчер службы скорой помощи – моя знакомая. Могу по-тихому пробить. Колесик с ребятами поедет со мной. Да? Делайте, как он скажет. Поехали. Послушай, зачем нам колесик? Поедем вместе. Зачем вам мотаться? Профессионалы должны быть на месте преступления. Задавать системные вопросы. Так, спокойно, не привлекаем внимания. Слушай, Серег, ты извини меня, ладно? Я по поводу крыши тебе хотел сказать. Здравствуйте, Галина Ивановна. Стоять! Без ботил не входить! Вот Привет, Сереж, у тебя же выходной. Сделай, пожалуйста, заобычное лицо и открой мне дверь в диспетчерскую. Ну, я не могу, мне запрещено. Я знаю, открывай. Куда? Да. Да тут я, тут. Я сейчас через другую дверь иду. Ты кнопочку нажми. Алло! Может быть, полицию? Не, не надо. Спицын! Спицын Илья Владимирович. Спицын. Ага. Куда спешим, Сергей Михайлович? Да, я помню. Полковник Андреев, убийство Боя. Хорошая память. Это прекрасно. Все-таки решили кинуть Виталия Семеновича. Не боитесь? Мне нужно, чтобы вы обратно вернулись к Пучку. Зачем? Кое-что достали для меня. Извините, я спешу. Вы 15 лет провели во французском легионе по российским законам. Это наемничество. Статья 359 до 7 лет. Так как?
Придется пободаться с французским посольством. Я пободаюсь, а вы пока посидите. Хорошо? Здравствуйте. Сопротивление властям. Прекрасная статья. Да? Что вы хотите, чтобы я достал? Вот это другой разговор. Мне нужен ключ на цепочке в виде розочки из белого металла. Он находится в том самом доме, в том самом сейфе. Вверху код от сейфа, внизу номер моего мобильного телефона. Запоминайте. Запомнили? Как это вы украли казначея? Вы знаете, что похищение человека – это тоже достаточно серьезная статья? Нам можно. А вы не шутите со мной, Сережа. Не надо. Как и вы сами, полковник. Будьте осторожны. Ну, счастливо оставаться. До свидания. Сережа, минут назад поступил вызов. Женщина 65 лет, эпилептический припадок. Я отправила бригаду. Вот это адрес. Спасибо. Что так долго? Я уж думал, ты тягу дал. Да пришлось повозиться. Выкинь. И чё? Да и ничего, вот адрес. Держи, поехали. Погнали! Где больной? Где Спицын Илья Владимирович? Здрасте, мы скорый. Посмотрите за ней. Ё! Серег, ты чё, это ж баба? Ты можешь помолчать секундочку? Чё, ты бабу от мужика отличить не можешь, что ли? Так, иди сюда, держи вот так палочку. Чё, я не буду ничего делать? Держи, я тебе сказал. Что ты ее переворачиваешь? Да не надо мне на руки плевать, а? Вот так держи. Что, вылечил? Все, пошли. Отбой, ложный вызов, пошли. Спокойно, все хорошо. Там приступ закончился, она лежит, отдыхает. Сереж, как вы себя чувствуете? Мы что, в Красный Крест, что ли, приехали играть? Ну, бывает такое, в диспетчерской перепутали. Да бывает то, что нам пучок сейчас, в смысле, Виталий Семенович голову отвернет. Что здесь происходит? Бери Где ее. больная? Больная в комнате, дядя, давай, заходи. Ну, подожди ты секунду. Я осмотрел больную, она в дальней комнате. Ей нужно давать qui habet aures audienti audiat. Не понял. Консилиум. Юнус бини. Зачем? Аудитор матрикария рекутита. Матрикарио рекутита? Да не вой ты. Матрикарио рекутита. Диагноз поставил медбрат Сергей Лежнев. Ясно? Погнали. Ты постой здесь пока. Мало ли там кто подъедет. Юнис. Бини. Алло, полиция? Мне нужен аудитор, то есть следователь Матрикарио рекутита. Лечебная ромашка. О, то есть ромашка у вас есть такой? Мне все это начинает не нравиться, Сережа. Знал бы ты, как мне это не нравится. Юнус. Машина! Машина, быстро! Быстро! Машина бежит! Руки на капот! Руки на капот! Ноги себе! Здрасте. Я правильно понял ваш месседж, медбратор Сергей Лежнев?
Да, абсолютно правильно, Иван Рафаэлович. Вы просто… Ну и что тут у тебя? Это моя жена, Татьяна. Здравствуйте. Ага. Я, наверное, лучше пойду. Только умоляю тебя, да ешь кашу, иначе я тебя убью. Салфеточки. У меня с желудком проблемы. Я все время забываю про диету. Ну и что у тебя? Я, похоже, попал между молотом и наковальней. Зажопная воронка. Я тебя предупреждал. И один из персонажей – полковник ФСБ Андреев. Кажется, ваш друг. Ты откуда знаешь? Ну, мне так показалось на квартире у Бойера. Вы ешьте, ешьте, это жена убьет. Ну вот, и мы влетаем, а там, короче, старуха с палкой в зубах. И он, главное, берет эту палку, в руки мне сует, ну, мол, типа, подержи, да? А эта палка, она вся какой-то пени. Я что-то не понимаю. Я говорю, ты что, прикалываешься? Ты покороче можешь? Ну, короче, повязали нас. Если короче. А он-то здесь при чем? Ну, нас-то мордой об асфальт, а его в автобус повели. А потом маски-шоу эти собираются, я смотрю, он выходит из автобуса, я ему типа, Серёня, а что случилось-то? Что там произошло? А он вот так вот стоит, молчит и улыбается. Что ты улыбаешься? Сядь, не мельтеши. Ну и что? Объясню по порядку. В скорой помощи я задержался, потому что первым делом пошел проверить неопознанный труп. Чё, тоже версия? Ну и что? Илья Владимирович носил какие-нибудь драгоценности? Перстни, кольца, не знаю, цепочку с крестиком. Розочка такая была на шее. Ульрих, изобрази. Из драгоценных металлов? Не, он сам смастерил. В кружке умелые руки. Еще хвастался пацанам, что это, мол, ключ от сейфа в швейцарском банке. И что? Все время на шее носил? Она что-то типа талисмана у него была. Но на ночь всегда в сейф прятал. Дальше давай. Ну, был там один труп. Ну, не так, Розочка. А с кем вы общались в автобусе? Полковник Андреев, что ли? Что? Ну, он спросил, кто я, куда двигаюсь. Потом отсканировал отпечатки пальцев, отпустил. Проверю. Мне вопрос есть. Колесик, а вот сейчас мы на твоей машине ездили? Ну да, а чё? А утром к Виталию Семеновичу ты на ней же ездил, так? И чё? Мне вот интересно, зачем? Ну, ты же старший охранник. Ты что, позвонить не мог? Потому что Виталий Семенович любит, когда ему лично докладывают. Вот приезжают и докладывают. А если что не так, он может морду сразу. Что меня провоцирует, Виталий? Сядь! Мы уходим от твоей встречи с Андреем. А хотелось бы послушать. Колесик, ты по дороге нигде не останавливался? Нет. Мы отвлекаем… Секундочку. Колесик, ты уверен, что ты по дороге нигде не останавливался? Тебе вопрос задали. А давайте спустимся к машине. Колесик, я последний раз спрашиваю, ты где-нибудь останавливался? Нет. А в багажнике машины ты кого-нибудь возил? Я что-то не понял. Сейчас поймешь. Понюхай. А что, еще, да? Нюхай. Позвольте. А дело было так. На светофоре ты остановился, к тебе подбежал барсеточник, цапнул что-то из машины и побежал дальше, а ты за ним. Че? Ну я же его догнал и отмудохал по полной. Чем пахнет? Сильно пахнет мочой. Правильно, мочой.
Потому что все это время у тебя в багажнике лежал Спицын Илья Владимирович, больной диабетом и со слабым мочевым пузырем. Пока ты, Колесик, героически бегал за барсеточником, его у тебя из багажника вытащили и увезли в неизвестном направлении. Я все. Виталий Семенович. Я поговорю с Колесиком. Виталий Семенович, он мне мстит. Просто банально мстит мне за крышу, ну, за коляску инвалидную. Поговори, только не громко. Виталий Семенович, как же так? Мы же с вами всегда вместе. И чё? Колесико могли использовать в темную. Остается один вопрос. Кто положил Спицына в багажник? Ну, ты мне его и найдешь. Метод, конечно, старый. Можно даже сказать грубый, но проверенный. Начнем с личного охранника. Можете звать? Угу. Я готов. Это тебе, чтобы ты не зарывался. Я постараюсь. Обещаю. Андрей, бегом сюда. Ровно в 23:00 я, как обычно, проводил Илью Владимировича до кровати. Поставил графин с водой, 2 бутылки в запас. Проверил окна, закрыл двери и пошел спать. В 6 утра я открыл двери. Двери были заперты? Нет, я уже понял, что что-то случилось. Угу. А где хранится ваш ключ? Понятно. Что скажете про 2 остальных? Нормальные пацаны, без подлянок. Понятно. Ладно, можете быть свободны. Повар позовите. Значит, вы всю ночь спали? Да. Вам нравится здесь работать? Ну, немного скучновато. Там кашки, супчики рыбные. А до этого где работали, учились? В паре ресторанов закончил кулинарный техникум. А до этого? В медицинском 2 года. Бросил. Ну, как-то кровь не по мне. И решил, что… Бывает. Следующего позовите. Свет погас, собаки залаяли, я пошел в подвал. Зачем? Проверить аварийный генератор. Зачем их проверять? Они же через 10 секунд сами запускаются. Не доверяю я технике. Ну, а второй раз? Ну и второй раз свет погас, собаки залаяли, я пошел в подвал. Угу. Что расскажете про остальных 2? А Андрей мутный какой-то. Ну, не знаю. Ну, а повар Игорь? Игорь тоже мутный. Плохо готовит? Нет, в последнюю неделю вроде ничего, а так… Да мутные они какие-то. Оба. Понятно. Выйди. Ну что, Пинкертон, ты чем мне здесь обезьяничаешь? Это что, допрос? У меня времени нет. У меня тоже. Все, кто есть в доме, давайте сюда. Прямо сейчас. Пожалуйста. Зачем? Будем делать выводы. А вы что думаете, нам это надо? Поступил сигнал. Прошлой ночью аж 2 раза отключали электричество. Да, я этим новорусским жлобам уже раз 100 говорил, что автоматы старые, нагрузки-то выросли, надо автоматы менять. Ладно, вы не оправдывайтесь. Давайте показывайте. Пожалуйста. Мить, записывай протокол. Зашли на подстанцию, 15:59. Зачем протокол? Ну, а вдруг это диверсия? Какая диверсия? Кому это надо? Объект охраняемый? Ну, в какой-то мере, да. Ну, вот вам и диверсия. Так, а где у вас центральный рубильник? Пожалуйста, на 7-й панели.
Так, Мить, записывай в протокол. Ага. Проход к центральному рубильнику на панели номер 7 никем не охраняется. Да зачем его охранять? Ну кому он нужен? Как это кому нужен? Защита от дурака. Итак, я собрал всех, господа, чтобы сказать. Спокойно, сейчас все будет нормально. Я специально вас собрал, чтобы... Закройте! Закройте немедленно. Мы сейчас хотя бы посмотрим, как работают ваши хваленые генераторы. Закрой! Да вы с ума сошли! Вы же мне весь поселок обесточили! Так, ну-ка, спокойно, спокойно. Мы проводим следственный эксперимент. Вот. Продолжи. Да. Итак. Возможно, отключение света было произведено именно этим опусканием ручки рубильника. Не понял. Каким опусканием? Мить, не тупи. Этим. Я собрал всех, господа, чтобы... Да заколебали эти уроды уже на подстанции. Что ж такое-то, а? Да где дегенераты эти? И чё? А он-то где? Что встали, бараны? Искать! Достань его из-под земли. Обыскать каждый куст, каждую щель, найти его! Че стоим? Участок осматривать, бегом! Че встал? Беги. Куда? Из дома. В этой суете, может, и выбежишь. Зачем? Иначе тебя закопают. Тихо, тихо, спокойно. У тебя же медицинское образование. Давно понял про диабет. Начал добавлять сахар в еду. Казначей уже выпивал больше 5 литров воды за ночь, все равно было мало. А план был прост. Утром он не вытерпит, откроет дверь и пойдет на кухню. А договоренность была такая. В 4:30 и в 5 утра отключат электричество. Собаку отвлекут, у тебя будет ровно 10 секунд, чтобы дотащить его до забора. А он-то вышел только в начале 6-го. А на этот случай у вас был предусмотрен другой план. Спокойно. Ну не сам же я обо всем догадался. Полковник Андреев просил передать, что ты бежал прямо на станцию. Слоник оставь. Да? Полковник, ваш человек бежит к станции. Какой человек? Кто со мной говорит? Он бежит от дома к станции. У него в кармане то, что вы ищете. Так, быстро гони сначала к станции, потом потихоньку к дому казначея. Поехали. Стоять! Учак! Стоять, я сказал! Учак! Я не прошу уберечь этих идиотов! У тебя что за беспорт? Поднимите его. А твой повар Игорь сейчас бежит к станции.
Я специально устроил этот кипиш, чтобы крыса себя выдала. Это он положил казначей в багажник. А сейчас он подбегает к станции, где его поджидает полковник Андреев. Я же говорил, он мутный какой-то. Ты слышишь меня, Пучок? Как ты меня назвал? Сейчас самое время говорить об этом. Че встали по машинам? Если кто не узнал, я полковник Андреев. Опустить оружие. И чё? Я повторяю, всем опустить оружие. Полковник Андреев, вы подозреваетесь в похищении человека. Что? Спицын Илья Владимирович. Вот свидетели. Это они похитили моего человека. А вот мой сотрудник. Ну, строго говоря, пока не похитили, а только собираются. Ну так и чё мы стоим, майор? Предлагаю поменяться пленными и разойтись миром. Всем оставаться на своих местах. И вас это касается. Как сам? В правом кармане. Приведи казначея. Отбой, ребята. Сергей Лежнев, а вот вы точно арестованы. Идите сюда. На каком основании? Это же вы выдавали себя за медицинского работника и оказали неквалифицированную помощь. Понадобится адвокат? Звони. Вот она, смерть Кощеева. Что-то он не тянет на ключ от банковской ячейки. Когда я увидел вот эти рисунки, я сразу понял, что казначей дурит голову полковнику Андрееву. Но не может быть, чтобы какая-то дурацкая металлическая розочка была ключом от банковской ячейки. Может, он романов начитался? Да нет. Сразу понятно, что казначей с рождения прагматик и зануда. Вообще казначей говорил, что там замок какой-то заковыркой.
Да походу это ты с заковыркой. А это фуфло 3-копеечное, а не ключ от банковской ячейки. А все-таки жалко. А что жалко, Иван Рафаэлович? Андреев, конечно, сукин сын, но Пучку самое место на нарах. Можно было получить на него компромат. А в результате вышел сухим. Да что ты так паришься из-за розочки? Да черт с ней, с розочкой! Успокойтесь, вам нельзя волноваться. Черт с ней, с розочкой! Где жесткий диск? Из моего компьютера! Тут наверняка все трижды запаролено и зашифровано, но у вас же есть специалист. Что? Это надо срочно обмыть. Иван Рафаэлович, это, конечно, не мое дело, но Екатерина Романовна... А, хорошо. Диета. Едем ко мне. Что? Буду тебя знакомить. Я не могу, У них, у французов, принято отмечать в кафе. Хорошо, только там, где есть очень хорошие сигары и коньяк. Иван Рафаэлович, я правда не могу. Или едем ко мне, или адрес. Ведь. Хорошие сигары и коньяк. Адрес. Я на минуточку. Извини, пожалуйста, я спешу, потом поговорим. А туалет там. Да, я знаю. Милая девушка, вы нам нужны. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Маргарита. Маргарита, нам нужна ваша помощь. Где ваша сигарная карта? К сожалению, у нас нет сигарной карты. И курить здесь сигары тоже нельзя. Да, но наш друг сказал, а вы с ним вот здесь только что столкнулись. Мне показалось, вы знакомы. Да, это наш постоянный посетитель. Так вот он сказал нам, что это прекрасное место для... Подождите, а что у вас там? Там кухня, служебное помещение. А за ним служебный выход? Да, что такое? Мить, пойдем. Так мы же собирались... Пошли, рановато мы французов, товарищи, записали. Может, вы все-таки что-то закажете? Рита, если бы вы вечером подрабатывали киллером, мы бы вам кое-кого заказали. Здравствуй, Свет. Это я. Я вижу. Мне можно войти? Нет. Свет, где мама? Я не знаю. Свет, где мама? Я не знаю! Кто это? Моя дочь. Ты ее напугал. Извини. Я хочу найти маму. Я не знаю, где она. Не видела 1,5 года. Еще вопросы есть? Что случилось? У меня был брат. Любимый брат. Потом он умер. Или стал подонком. Мне лучше думать, что он умер.